Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете прямые эфиры. И прямо сейчас со мной на связи известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Сумасшествие какое-то происходит сейчас. Заявления, как из рога изобилия, сыплятся. И по-настоящему нужно как бы вдумчиво попытаться разобраться, а какой алгоритм, а какие шаги, да, нас ждут и определенные рубежи. Да, вот в таймлайне вот этой большой недели, как ее еще на прошлой неделе окрестил Трамп. Трамп проснулся, вышел с заявлениями, говорит, что слушайте, а я там тоже могу заехать в Стамбул, и вообще и Путин приедет, и Зеленский приедет, я так этого долго добивался, я так этого хочу. Это вот самое свежее буквально перед нашим эфиром. Это все будем обсуждать, друзья, я два слова буквально скажу. QR-код, который возле меня, возможность прямо на экран чего-то написать, если работает этот сервис. Конечно, вопросы для финальной части нашего эфира с Андреем Владимировичем, они в сообществе YouTube, там в комментариях традиционно мы их забираем, и с них будем начинать. Клуб зрителей из телеграм-канала, мой закрытый клуб, где обсуждается все как есть. Пожалуйста, там тоже есть такая возможность задавать вопросы. И чат подключим в финале, но чтобы чат не дремал, опрос, который, собственно, мы подытожим в конце, из которого я предлагаю начать наш сегодняшний разговор. Андрей Владимирович, кто хочет прекращения войны больше? Ну, такой провокационный опрос. Европа, США, Россия, Украина. Вариант никто не ставил. Неинтересно. Вот неинтересно. Вот больше. Ну, кто-то же чуточку больше хочет. Европа, США, Россия или Украина. Что скажете? Тут все зависит от местонахождения. Естественно, Не я Украина. думаю, российская аудитория будет говорить о России, украинская об Украине. И я понимаю, что и Соединенные Штаты э, в силу э, политики Трампа демонстрируют такую последовательную настойчивость в этом вопросе. И я думаю, они будут конкурировать. Европа, хотя, знаете, Европа как раз должна быть наиболее заинтересованной страной в прекращении войны, ибо после Украины она является наиболее, скажем так, оказавшейся в минусе стороной. Вот. Но, судя по визиту европейской тройки, пока подобными пацифистскими настроениями там не пахнет. Другое дело то, что желание кардинально расходится с возможностями. Поэтому я думаю, что Россия, Украина и Соединенные Штаты. Вот где-то вот между в этой тройке будет. Ну, пока что у нас лидирует США. Пока что. Но посмотрим, как будет обстоять дело с голосованием в конце. Только что, вот буквально минуту назад, появляется пост у Зеленского. Говорит, я буду в Турции. Он подтвердил, что приедет на переговоры с Россией. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул не Стамбул так упоминается. Стамбул. Не Помните? упоминается. Все, я поеду, я буду в Турции. Значит, слышал только что заявление президента Трампа, пишет Зеленский. Очень важные слова. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что буду готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами на этой встрече в Турции. Понятно, да? Зеленский пристегивает себя к Трампу. Это понятно. До этого он приглашал, ну как приглашал, давай, приезжай, а его, скажем так, правая и левая рука с точки зрения вертикали геополитической, ну или внешнеполитической, это Ермак и Сибига, вообще там говорили, какой мужественный Зеленский, как он его, как он этого Путина. Даже вышел Лещенко на телемарафон и говорит, смотрите, Зеленский загоняет Путина как дичь. Но другие люди, такие более замысловатые, говорят, что это все какой-то спектакль, да, и все как бы у каждого своя роль. Что скажете вы по поводу этого Стамбула? Не является ли это, не обернется ли это каким-то пшиком на выхлопе?
Вполне может. Этим, как говорится, будет эффектно, но неэффективно к этому. Но после заявления позиции Трампа о том, что он может съездить, завернуть по ходу визита на Ближний Восток и в Турцию, вечер действительно перестает быть томным. И его появление может сломать весь перформанс, ибо ни та, ни другая сторона ну, точно не спешат зарыть топор войны. Ну, по разным причинам. Э, Кремль, но он убежден в том, что он выигрывает войну, и в том, что военная удача в его руках. И дальше может получить гораздо лучшие условия, продиктовать условия мира. Но надо не злить Трампа, поскольку наметились весьма многообещающие экономические темы. Для Киева, ну понятно, это рискует обернуться весьма неприятными вопросами. Почему Стамбул-1 был похоронен с тем, чтобы получить в Стамбуле-2 условия куда худшие, с колоссальными человеческими потерями, с разваленной в хлам экономикой, с демографической ямой и так далее. И все понятно, к чему это может привести. Ну, как минимум к утрате власти, если не к большему. Поэтому, судя по всему, стороны ехали туда, собирались ехать туда без намерения закончить это чем-то результативным. Но появление Трампа на многое может повлиять. Тем более, что Трампу про бизнеса необходимы результаты, какие-то, ну, то, что можно преподнести американскому обывателю. Хотя мне возразят и справедливо возразят, потому что для американского обывателя куда важнее цена галлона бензина, и у Трампа это прекрасно понимают, там последние инициативы по лекарственному рынку. Ну, я думаю, что Трамп прекрасно понимает значимость. Но сумма внешнеполитических неудач, их количество, оно рискует перерасти в качество. И там уж демократы мокрого места от Трампа не оставят, тем более, что, судя по всему, они отошли от нокаута на выборах и потихонечку набирают обороты в критике Трампа. Ну, последняя это история с подарком Катара в виде Боинга 747-8, президентский самолет для Трампа, который после закончания каденции перейдет Трампу и там так или иначе, это вызвало очень большой общественный резонанс, и, по сути, там налицо даже этот вопрос расколол Америку, и критикуют Трампа даже многие республиканцы. То есть, пока вот и Трампу необходимо что-то предъявить. То ли замерение на Ближнем Востоке, чем не пахнет, тем более, что последние заявления Нетаньяху относительно того, что там надо подумать об отказе от американской военной помощи, ну, понятно, после того, как пошла информация о том, что Саудовская Аравия будет продавливать на переговорах с Трампом ну, то, что Соединенные Штаты дали зеленый свет созданию палестинского государства, но это явно Иерусалиму не понравится, такой ход дела. И это рискует обернуться и продолжением войны в Газе, и ухудшением американо-израильских отношений, которые, казалось бы, после Байдена, ну, стали качественно лучше. Но и плюс Пакистан с Индией. Там еще далеко не все завершено, хотя стороны ведут себя осторожно. Ну и понятно, ну, 100 дней уже стали притчей во языцах. То есть надо что-то явить. И Трамп, очевидно, попытается сделать такой дуплет. Не только провести переговоры с ближневосточными монархиями Персидского залива, но и попытаться продавить какой-то результат в Стамбуле. Вот. Да, вот какая-то мишура. Вот я так, собственно, с этого и начал. А, так а Украина согласна на нейтралитет? Она согласна говорить о сокращении армии? Она согласна уступить какие-то территории? Ну, то есть, смотрите, посыл Путина и 15 мая, оно возникло исключительно в каком контексте? В контексте основ и принципов Стамбула.
А это очень Мгм. болезненные принципы Да, для Украины. ну, как в Стамбуле, по сути, соглашались. Там же, ну, вспомните, что там содержал Стамбул. То, что такие пункты, за которые, ну, заяви, допустим, я или это вы, тут же прилетит там обвинение в госизмене. Но, тем не менее, они там присутствуют в Стамбуле. Другое дело то, что все это было отыграно назад, уже, там, как говорится, уже на финишной, казалось бы, финишная дистанция, была отыграна назад. Теперь, ну, собственно, возвращается в исходную позицию. И другое дело то, что мы находимся в куда худшей ситуации, нежели в марте-апреле 2022 года. Понятно другое, то, что Трамп намерен продавить и считаться там, с нашими возражениями, ну, будет постоку поскольку. Просто смотрите, тут же очень какой интересный момент. Складывается впечатление, что вот эти заявления Зеленского, и тут в том, что он пристегивает Трампа к себе, мол, и даже заканчивается эта реакция во время нашего эфира, которая появилась, ну вот буквально, да, заканчивается тем, что спасибо всем, кто помогает. Мгм. Я так понимаю, что здесь идет скоординированная система давления на Путина. Вот все как один. Вышел там а, из Германии товарищ, Макрон сделал заявление, в общем, немцы, французы всем миром говорят, мы, давай, Путин, осталось 10 часов, говори. Точнее, так, не то, что говори, едешь или нет, а говори там, прекращай огонь на 30 дней. Нет, санкции введем. Санкции и так, Нет, Александр, так смотрите, так в том-то и вопрос. Ну, а какие еще могут быть санкции, которые на четвертом их году уже войны по изменят? 30, их уже по 30 тысяч. И так к 20 мая готовится 17-й пакет санкций, и который будет касаться там на протяжении 2 недель, там разбиты на 3 части. Ну, во-первых, по флоту, касаемо теневого флота, по банковскому сектору и по противодействию российской пропаганде в Европе. Вот, как минимум. Ну и там что-то еще в части прав человека, соблюдение прав человека в России. То есть, возможно, там какие-то персональные будут, но я думаю, что это как раз не то, что способно Россия адаптировалась к санкционному режиму. И одними еще санкциями больше, еще санкциями меньше, ровным счетом никакого воздействия на Кремль не окажет. Вот, будем ли как оно есть. Да, в 2022 году многие полагали о том, что санкции могут нанести серьезный удар российской экономике, привести к социально-экономической дестабилизации, к политическим изменениям. Но, как говорят, не сталося так, як гадалось. Вот. И очень многие аналитические выкладки оказались ошибочными отсюда. Ну и, естественно, вот этот вектор санкционного давления, ну, забыли о том, что за 10 лет, ну, Россия довольно серьезно подготовилась к такому повороту событий. Если еще 200 судов теневого флота окажутся под санкциями, я думаю, какие-то ходы, варианты. Ну вот через Индонезию сейчас идет там перевалка нефти, когда там, как говорится, такая игра в наперсток. Россия к этому готова. Маленький штрих, обычно все это упускают. Что вот эти все эмоции, о которых мы, наверное, продолжим говорить, эмоции вот этих переговоров, они сопровождаются очень короткой, ну, одной подписью. Подписью. Сегодня Зеленский ратифицировал сделку по недрам. Тоже не случайно, видимо. Конечно, конечно. Ну, демонстрация того, что я хороший мальчик, то есть демонстрация готов трудовой обороне. Но и обратите внимание на посты того же Ермака, как вот по поводу Дня Победы, ну, как он подобострастно Дональду Фредовичу вторил. Но, знаете, как раз это такая демонстрация полной лояльности
в этой ситуации. Но я не думаю, что она кардинально развернет отношение Трампа к Украине. Ну да, Зеленскому вот эта ресурсная сделка, она даст какую-то временную форму. Не уверен, что продолжительную, но время он выиграл вот этой подписью. То есть, возможно, там какие-то гарантии от Соединенных Штатов, но кардинально ничего не поменялось. И кардинально, знаете, вот многие спрашивают, а где здесь я? Ведь и до этого, где, как говорится, права на полезные ископаемые у простого украинца, ну, что их не было, что их не будет, но вопрос в другом. Как говорится, сумма долга там, если так посчитать, по 120 тысяч на каждую голову, или, да, вы, допустим, возьмите, Украина добывала 20 миллионов, 20 миллиардов кубов газа. Этого достаточно, в принципе, для коммунально-бытового сектора. Теперь, ну, как минимум половина у партнеров. Вот. И я не уверен в том, что они будут идти на какие-то социально ответственные шаги. То есть их интересует гешефт. Вот. И, допустим, на энергорынке вот, стоимостью киловатт-часа, ведь вот эти обязательства по рынку электроэнергии, у нас наоборот, везде в Европе, в Соединенных Штатах оптовый покупатель платит меньше. А у нас наоборот, бытовой, коммунально-бытовой сектор он платит меньше, а промышленные предприятия, бизнес платит больше. Я думаю, что так, через полгодика, через год после окончания войны, ну, об этой, скажем так, об этом льготном социально ответственном подходе можно будет забыть. Я думаю, что, скорее всего, нас ждет еще такой скачок цен на экран. Вот где вы вот, в ресурсной сделке, по большому счету. Поэтому потенциально, еще раз говорю, там, где существует теряется экономическая независимость, следом теряется и политическая. Это взаимосвязанные вещи. То есть вопрос, в каких формах это будет, более, ну, это уже вопрос тактики. Деликатно или грубо, но факт есть факт. То есть то, что подписал Владимир Александрович, я думаю, что спустя время, ну, подобно тому, как это было с Харьковскими соглашениями или там с так называемыми диктаторскими законами, ну, спустя некоторое время могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов тем, кто голосовал, не читая. До сих пор ведь депутаты так и не увидели. Вот на сегодняшний день, за что они голосовали. Вот и все. Ну, знаете, когда прячут даже от депутатов, ну, это рождает вполне обоснованные подозрения, что впихивают невпихуемое. Очень просто интересный момент. Вот вы говорили, депутаты там голосовали за сделку. Странно достаточно, но вот как на официальном бланке народного депутата Украины Анна Скороход как бы просит Зеленского после заявления Путина включить ее в состав переговорной группы. Понятно, что это, ну, она критик власти, это чисто политтехнологический шаг, и она это все Да, и тиражирует. это совершенно очевидно, Александр. Более того, я могу сказать, что, судя по всему, у народного депутата, у Анны Скороход, судя по всему, появилась неплохая политтехнологическая команда. Ну, в Ютубе, в прочих соцсетях очень такая идет активная экспансия, причем такими короткими нарезками, профессионально, довольно грамотно сделано, и плюс еще вторит небезызвестный Сема Кислин, партнер Джулиани, в том, что это перспективный политик, ну, едва ли там в президенты, но, знаете, хорошие политтехнологи знают, что всегда максимально надо поднять планку амбиций, как говорится, проси по максимуму, дадут то, что хочешь. По крайней мере, ну, уже началась такая борьба за сохранение в политике уже после, как говорится, в следующем электоральном цикле. И, судя по всему, Анна Скороход сориентировалась одной из первых. Нет, я просто к чему привожу этот пример. Вообще, слушайте, ну правда ничего ведь не известно. Я вот по условиям Стамбула вопрошал о чем. Да. А кто в группе переговорной?
Или они сядут на троих, а какой формат? Нам Зеленский вроде как пишет о каком-то наивысшем уровне. Ну, так, наивысший уровень предполагает группы, подготовку. Это все делается в тайне? Или это уже сделано? Или этого вообще не предполагается, и все это просто набор велеречивых фраз? Ну, может быть, и вполне и последнее, поскольку какое-то долговременное планирование, там, работа на ход два вперед не является, не относится к достоинствам нашей власти. А вот что касается сохранения, ну, вот, закрытия информации, ну, просто чтобы, как в этом, в сказке у ныне запрещенного Гайдара, там, измена, измена, вскричал мальчишки, мальчиш. Вот. Ну, тут будет зрада, зрада. Зрадная, судя по всему, поскольку если вот первый бриф, который запустила Свириденко, ну, он был, ее пиарщики грамотно сработали, видимо, вычленили все, что, как говорится, выглядит более не менее пристойно и благообразно, но, очевидно, там содержатся те вещи, которые для многих станут шоком. Я думаю, что, и, кстати, и для некоторых представителей нашего олигархического кооператива, когда всплывут детали этих соглашений, то ну, их тоже ожидает такое шоковое открытие. Ну, как и прогнозировал, заокеанский чужой доест украинского олигархического хищника. Все к этому идет. Вопрос только, кто следующий там, ну, Коломойский, Живаго, уже, это уже понятно, Боголюбов, как говорится, в минус, ну, что у нас, Пинчук, Ахметов на очереди. Да, ну Трамп пока он в полете в Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, за ним летит Хексет, министр обороны, там все очень непросто, ну, то, что вы упоминали. Просто если так сложить пазлы внутриполитические, понятно, Ермак выходит, что вот Зеленский и Трамп, Зеленский вот это лидерство ради мира, а что Путин? Пока он на стороне войны, с ним вообще не досчитаться. Короче, идет массированная атака на Кремль. Те берут паузу, пока ничего не известно. Но приходит очень интересно, как бы тоже разгон с украинской стороны. Украинские военные эксперты прям говорят на перебой о том, что да и орешником может сейчас влупить. Может. Смысл сейчас бить орешником в этот период напряженной такой полудворовой, полукриворожской дипломатии? Трехдневное перемирие закончилось, и эта ночь, ну, уже так, более 100 шахедов, и ну, там, где шахеды, там могут быть и Искандеры, там могут быть и, ну, может быть и Орешник, для демонстрации сил. То есть важно и для российскому обывателю показать, том, что это наш, так сказать, жест доброй воли, о том, что мы побеждаем. Ну, напоследок, как говорится, ударить кулаком. Поэтому ну, и к угрозе того, что может что-то прилететь, тем более с 12 на 13 закрывается небо над Капустиным Яром, тот ракетный полигон, хорошо известным всем, кто служил в советской армии, где проводили стрельбы со всех концов Советского Союза, ну, ПВОшники, ракетчики. Вот, вполне может оттуда полететь. И аналогично было, когда прилетело в Днепре, там, по Южмашу. Тогда тоже Капустин Яр закрывался. Поэтому предупреждение посольства США, вот тот случай, когда я бы воспринимал всерьез вот эту потенциальную угрозу. Война не поставлена на паузу. То есть и наоборот, судя по сводкам с фронта, ничего как говорится, даже не тормозится. Километр до Днепропетровской области Да, сегодня всех да. ошарашили. Да, я просто не хочу нагонять кошмар и ужас, поскольку вот смотрел в Фейсбуке, там, да, и вот в Синельниковском районе там часть населенных пунктов, собственно, эвакуируется, поскольку туда уже прилетают километры, там, дроны на оптоволокне залетают и до 20 километров вполне себе спокойно, поэтому потенциально это уже угроза. Другое дело то, что до Днепра там еще там 150,
но на фоне того, ну, почему вы кричите СОС, если у вас и так под Никополь, Марганец живут 3 года в состоянии войны, это ну, менее 100 километров от Днепра. То есть область по большому счету прифронтовая. Да, в Днепре она не особо ощущается, судя там по столпотворению тусящих в ресторанах и молах сотрудников колл-центров. Это ж, как говорится, Днепр был столицей ракетчиков, теперь стал столицей аферистов. Такой там под полсотни таких колл-центров работает. И вот как люди, которые побывали там на Майске, говорят, ну что, как ни в чем не бывало. Но, тем не факт есть факт. Да, это по сути уже граница Днепропетровской области. И это не означает, что российские войска на этой границе возьмут и остановятся. Вполне могут, как и в Сумскую зашли, так и в Днепропетровскую. Тут не стоит питать никаких иллюзий. Примечательно, что вообще ситуация на фронте сейчас мало описана. Ну вот кроме вот этих ярких моментов, ну что там, километр до Днепропетровской области, а ведь тяжелейшие бои, вот там на Теткино, ведь тяжелейшие там эти накаты и получают удары вооруженные силы Украины и все равно пытаются идти вперед на Курскую область, выполняя приказ. А, Ну, а Торецк. а ведь это Торецк, да, а ведь это же может серьезным откатом угрожать. Откатом вплоть до Сум, до областного центра. Конечно. Ну, давать всю информацию о том, что, как обстоят дела на фронте, ну, это значит множить число тех, кто ну, будет считать, что необходимо мир сейчас и даже ценой уступок. И, ну, и ясно то, что в этой ситуации тоже будут возникать вопросы к власти. Поэтому держат на дозированной информации, ну, там провластные телеграм-каналы там публикуют там, духоподъемные, как эти наши аэробомберы там уничтожают россиян, но общая ситуация, что месяц назад была далеко не радужной, что и сейчас. То есть кардинального там, несмотря на какие-то попытки контрнаступать в Теткино, в Торецке. Но не знаю, как в Теткино, но в Торецке там все закончилось плохо, неудачно. С потерями, и, вот, что есть, то есть. И движение на юге Донецкой области не прекращается. Поэтому вот понятно то, что объективная информация, как она будет влиять на общественное мнение. И, естественно, все это, в лучшем случае, это мы получаем информацию с задержкой. А некоторые, скажем, сюжеты с линии фронта, ну, узнаешь уже потом со вторых, третьих рук, то есть то, что не попадает в телеграм-каналы, там, тем более на какие-то другие медиа, которые у нас работают в стране. Поэтому, ну, понятно, журналистов на линии фронта практически нет. И за откровение там, тех, кто служит в боевых бригадах, понятно, наказывают за болтовню, за длинный язык. И, естественно, это создает такой информационный вакуум. Но, глядя на карту, по-моему, все совершенно очевидно. То есть каких-то успехами пока и не пахнет. Да, были там в марте-апреле месяце контратаки по тем же Покровском, но, судя по всему, то, что отвоевали, то уже потеряли. Андрей Владимирович, вообще вот эта вся история там со Стамбулом, с Трампом, ну, там, Путин приезжай или Путин отвечай, давай приказ о прекращении огня. Понятно, она походит на определенный шантаж, давление, бесспорно. То есть политические вот эти игрища, ресталище такое, да, Больше на когда... внутреннюю аудиторию. Она больше ориентирована на внутреннюю аудиторию. Понятно, что, допустим, на Соединенные Штаты Америки это там оно уже будет там отинтерпретировано. А вот на внутреннюю, да, часть people, как говорится, как говорят технологи, часть people это хавает. Увы.
Вот, Я просто к так. чему? Нет никаких предпосылок от слова совсем, что есть какие-то там, да, наметки о каком-то даже долгосрочном перемирии на 30 дней. Такое ощущение, что вот это вот европейские товарищи из коалиции желающих, веселящиеся с салфетками и ложечками для перемешивания кофе в чуть ли не в спортивных костюмах в домашнем в вагоне Укрзалезницы, их там фотографируют, подозревают, потом разоблачают, Нет, потом... то вброс был взят. Нет, ну подождите, ну вброс не вброс, ну тут дело не в этом, тут дело в самой атмосфере, да. Если бы они просто зашли бы и сели, ну как вот, да, пришла пресса, они сели, они же там ухахатывались, стояли втроем, как, я не Значит, так знаю. надо было. Значит, так надо было. То есть, если бы не надо было, то бы не показали. Так вы понимаете, они, во-первых, ухахатывались, во-вторых, очень странные какие-то жесты Макрона. Макрон на себя не похож, то есть по выражению лица. Мерц вообще его таким никто никогда не видел. Его в принципе мало видели, да, но он тоже какой-то развеселый был. Там они, вот атмосфера еще такая какая-то странная гуляла, она читалась с экрана. Я не о том. Вот Ну, эти все... немножко, да, переборщили в куте с медом. Ну, вот бывает такое. Но явно, как говорится, это было нацелено на то, чтобы показать особо теплые отношения с представителями европейской тройки. Ну, перебрали. То есть, ну, что знато, то не здраво. Ну и вот эти их призывы 30 дней перемирия начать. Ну, Украинские реалии. Нам ничего не говорит о перемирии на 30 дней. Вот прям ничего. Мы слышим о новых инициативах, а давайте закроем ТикТок, Телеграм, а вообще вот это ужас и кошмар, пускай правда победит зло, а мы вот это возьмем, закроем, тут прижмем, все должны идти служить. Отлов это хорошо, то есть прям военным, я так понимаю, дали ЦУ, чтобы они написали пару слов, пару в защиту ТЦК. идет уже по Ютубу, по этим рилсам в Фейсбуке, уже катится такая волна. Ну, а понятно, что заткнуть рот, я уже говорил, что когда нет никаких убедительных аргументов в дискуссии, и когда проигрываешь информационную войну, ничего другого не остается, как пытаться построить великий украинский фаервол. Сомнительная затея, во-первых, технически она нереализуемая затея, во-вторых, даже если начнут строить вот этот фаервол, его точно так же распилят и растащат, как стену Яценюка. Вот. Но, судя по всему, намерены и дальше закручивать гайки. Намерены и дальше двигаться в сторону построения такого квазиполицейского государства. Ну, что тут, как говорится, и не понимают одного простой вещи, что безумное закручивание гаек у нас всегда приводило к срыву резьбы. Вот. Я думаю, и в этот раз так и произойдет. Но я четко сказал, то, что не заинтересованы. Не могут сказать нет Трампу. Кремль тоже не может сказать нет, прямо не сказать нет. Мы хотим продолжения. Мы хотим, и будем и дальше. Но делать все так, чтобы война, увы, продолжалась. А европейцы, ну вот этот ультиматум, ну явно, знаете, по-моему, несмотря на звонок Трампу, он дал совершенно конкретный и четкий ответ. Он сказал, что Зеленский должен немедленно отправиться в Стамбул. Без всяких «но». Вот. Ну, и Владимир Александрович, судя по всему, не осмелился ослушаться, поскольку одно дело европейцы, от которых зависишь постольку поскольку, ну и тем более, что когда многолетний патрон в виде того же Роджера Мура покидает свой пост этой осенью, главы МИ-6, ну, тоже грядут перемены. Ну вот. Я всегда говорил о том, что от Соединенных Штатов, как бы там ни было, но мы все-таки зависим кардинально, значительно больше, нежели от любой другой европейской страны. Да, можно, как говорится, демонстрировать свои амбиции, но они не подкреплены ни военными, ни финансовыми возможностями. Ну, а Трамп, ну, с учетом еще и подписанного ресурсного соглашения, я думаю, что у него вполне конкретные рычаги и ниточки сегодня в кулаке. Понимаете, тут такой еще момент. Там вот наткнулся, я тоже свежая публикация там на Униан.
буквально там 10 минут назад вышло там, и они вот анализируют, ну, это типа анализ. А, И причем вроде уже это все типа, ну, разоблачили, это неправда. То есть уже четко там есть видео с переводом. Ну, это ж китайцы, Про поэтому дело... поддержку мирных инициатив 30-дневного перемирия Да, то Китая. есть уже все Ну, понятно. нормальная наша информационная политика. Ну, у нас Журналист же спросил про 30 дней перемирия, а китаец ответил, представитель Китая, говорит, мы вообще за все хорошее, против всего плохого, а всего война должна плохого, ну, остановиться. нормальный китайский ответ. Но у нас же важен не факт, у нас важна интерпретация. Вот, и понятно, что Центр противодействия информации там не заключен тяжело. Это обман, все не так. Ну, вполне сознательный информационный вброс. Только не понимаю, зачем это делать, и, как говорится, с утра, если знаешь, что к вечеру тебя макнут, разоблачат, скажут, что это все было совсем не так, и не то имелось в виду. Ну, китайские там, несколько уже, как говорится, китайских источников уже прояснили ситуацию. Ну, очередная информационная глупость. К слову, вот мы уже говорили о том, что там запретить Телеграм, там ТикТок и так далее. Это, по-моему, Чмут там умничал. Ну, понятно, что Чмут же не из окопа под Покровском. Он ну, довольно комфортно, у него там миллионные в долларах остатки на счетах фонда. Ну, и жизнь хороша, и жить хорошо. Вот. Почему-то он не начинает крестовый поход против коррупции, против вот этого кумовства, социального неравенства. То есть, когда одни, вот как этот генерал, которого должны были отправить на фронт, но он штурмует ресторан Фру-Фру, а другие штурмуют посадки под Покровском. Ну, все нормально. С этим против этого Чмут почему-то не протестует. Ну, вот такая э, готентотская мораль, увы. Поэтому я думаю, что нас ждет, конечно, интригующий четверг. Интригующий четверг, но я пока, да, с чем могу согласиться, я пока не вижу предпосылок завершения войны. Я хотел бы быть, знаете, ошибиться в прогнозах. Это бы меня действительно бы очень удивило, и я был вот это тот случай, когда ошибка в радость, но пока предпосылок того, что топор войны закопают в Стамбуле, я не вижу. Перемирие, да, это был бы очень большой бы шаг к прекращению войны на 30 дней. Даже если оно будет там периодически нарушаться, ну, это уже кардинальный поворот ситуации. Но пока те условия, которые, ну, то, что Кремль обуславливает, там, чтобы Украина не перевооружалась, или это пропагандисты так переинтерпретировали, но за 30 дней армию перевооружить невозможно. То есть, понимая, допустим, как идут там военные поставки, да, какие-то там части доукомплектовать, но это кардинально не меняет стратегический баланс. Но не будет такого мультипликатора, что за 30 дней там Украина стала сильнее в военном отношении в 2 раза. Это точно. Но когда возникают такие условия там, относительно перемирия, ну, как бы это маркер того, что его не очень-то и хотят. Просто, вот понимаете, в чем дело? Тут же все так пекутся, вот Путин поедет, не поедет. Зовет Зеленский Путина, зная, что он не едет. Трамп внес интригу, вы правы в этот момент. Но по большому-то счету, тут же масса вариантов. Да? Возьмет и не Да. поедет, пошлет кого-то. Ну что с ним, Трамп или Зеленский не будет встречаться? Это отказ Но это от переговоров. тоже, да, это тоже поворот. Трампа это бы очень сильно обидело, а учитывая то, что его самомнение, ну, человек нарцисс, типичный вот по типажу, ну, для него это плюнуть в лицо. Ну, с интересом наблюдаю, Ну, то как есть, поступят. если никого не пошлет в Стамбул, да, но он не может никого не послать в Стамбул, потому что Стамбул это его инициатива. Да, да, да. Но если только Зеленский, то, скорее всего, поехал бы калибра Мединского кто-нибудь там. Ну, вот.
боец исторического фронта, культуртрегер, ну, явно не топ российской политики. Ну, может, кого-нибудь типа Ушакова и Нарышкина бы прислал. Но Трамп, ну, я думаю, что э, это будет маркер того, как. То есть, если Путин поедет, то да, действительно шансы на то, что, возможно, уже давно стороны о чем-то уже договорились, вот это тогда проявится. Пока предпосылок к этому я не вижу. И Трамп, в конце концов, может так и не доехать. Ну, Мало ли. конечно, может. Он не сказал прямо, что он едет. Я, может быть, Уход. поеду. Понимаете, Ну, это тоже, опять-таки, нам все выходные показывали, и после рассказывали, и печатала Политико, и вообще, да, о том, что ой, господи, что эта вся игра европейская, да, вот это все, почему все вот это вот, ну как, распетушились, ну, такие все стали. Макрон такой смелый стал, все там Мерц тоже, там немцы заявления делают, что мы будем давать оружие, там, и дальнобойное, но какое не скажем, потому что это секрет. Ну, вот такие какие-то заявления сейчас гуляют, там, их с радостью выхватывает там украинская пресса и тиражирует. А, Почему? Потому что это какая-то скоординированная игра давления конкретно на Путина. Ну вот конкретно на Кремль. Просто тут же, понимаете, в чем дело? Тут же тоже какой-то, можно предсказать, финт, да, какой-то прием дзюдо, да, что ли, или айкидо, чтобы как-то перевернуть ситуацию. Вот тут интересный момент. И никто же не говорит, что у Трампа с Путиным тоже что-то не согласовано. Ушаков четко дал понять, созваниваемся каждый день. Каждый день. И в конце концов, э, какие ультиматумы Европы сейчас предъявляет России в тот день, когда она там, ну сейчас эти страсти по посольству или там консульству в Кракове, да, у них взяли, закрыли, отприли и сказали, все, выметаетесь, дипломаты. Ну тоже, да, вот позиция. Достаточно такая острая, такая ну, достаточно. во-первых, в информационном поле теперь и Европа источник зла. То есть, как накануне 9 мая, как там нацизм снова, там, ну, увязка Европы с нацизмом, конечно, ну, там, так, повеселило. Другое дело, что Европа лихорадочно блефует. Это совершенно очевидно. То есть, стремясь вернуть себе какую-то субъектность. Но явно, как говорится, она э, и Мерц, и Макрон, и Стармер, увы, для них не игры. То есть, да, приехать в Киев, как говорится, э, дать такие информационные козыри Зеленскому, ну, в самый раз, но не больше. То есть, явно, как говорится, в коммуникации с Трампа с Путиным, как говорится, они третий лишний. Смотрите, кому выгодна вот эта ситуация, как вам кажется, сейчас? С точки зрения вот этой точки отсечения. Давайте так, предположим, ну, смоделируем опять-таки ситуацию, мы не знаем. Вот, например, ничего не будет, все сорвется. Зеленский ходит гоголем для своей там аудитории, которую там раскачивает, ну, вот эти там женщины, домохозяйки, вот эти женщины за границей там в возрасте, которые там его любят. Ну, это такой срез политтехнологический, никого не хочу обидеть. То есть ходит Гоголем, смотрите, как я уделал Путина, он боится, да. Трамп зол, разочарован, может изменить риторику в отношении России, что маловероятно, потому что Трампу нужен результат. Он до этого не менял, сейчас есть такая вероятность. Путин, ну, возьмет, влупит орешником, или, ну, там, эскалация какая-то, да. То есть, и мы вот находимся в пространстве, где все сорвано, война продолжается. Кто от этого выигрывает? Ну, точно не Украина. Точно не Украина. Ну, а выигрывает глобалист. Поскольку, в одной ситуации они рассчитывают, ну, с одной стороны, они рассчитывают либо втолкнуть Трампа в повестку Байдена, либо привязать его, скажем так, сделать Трампа ответственным за крах Украины, за его военное поражение. Ну, как бы они тут
ничего не теряют в этой ситуации. Э, Для нас, ну, знаете, очень простой вопрос. Можем, имея, как говорится, порядка 40 миллиардов разницы между доходами госбюджета и затратами с учетом войны, ну, кто достанет эти 4 миллиарда в месяц? То есть минус. То есть те деньги, без которых, ну, завтра нечего будет платить военным. Завтра не за что будет закупать оружие. Откуда они возьмутся? Ну да, подкинули там, по-моему, миллиард или два, ну, европейцы. Но до этого, еще раз подчеркиваю, 75% военной и финансовой помощи это были Соединенные Штаты Америки. Надо понимать. И да, пока есть, пока еще байденовские пакеты, как говорится, не вышли, пока есть еще запас финансовой прочности, но это несколько месяцев, полгода. А что дальше? Что дальше? Кто будет оплачивать банкет? Продолжение войны. А зачем обманывать? Ну как? Я, конечно, понимаю, что это тоже там политический прием, даже политтехнологический прием, но мы же, ну там, мы с вами встречаемся раз в неделю, да, каждый день эфиры, каждый день и у вас тоже каждый день эфиры. Мы же следим за текущей, там, кто чего заявил, кто чего сказал. А когда у Трампа появилась идея прямых переговоров между Россией и Украиной? После, ну, как бы Путина. То есть, понимаете, в чем? Я просто вот ловлю эту мысль. Зеленский же как говорит, я поддержал Трампа по поводу идеи прямых переговоров. Зеленский никогда не поддерживал идею прямых переговоров. Естественно. Ну, более того, по-моему, осенью 22 года запретил, причем любые переговоры с Путиным, такой, сякой и так далее. Ну а тут, ну, во-первых, расчет на то, что у людей память, как у рыбки в губке. Вот, ведь никто не напоминает о том, что Владимир Александрович в 2019 году рассказывал то, что он хоть чертом лысым готов договариваться, ну, только чтобы остановить войну. Ну, как-то вот понятно, возразят о том, что контекст ситуации другой, но должны быть какие-то принципы. Я думаю, вот этот момент о прямых переговорах, ну, помните, мы, по-моему, 2 недели назад говорили о том, что у Трампа будет развилочка. Вот. Тот момент, когда он может сказать, все, вот, пусть тут точка схода с пробега. То есть, когда Соединенные Штаты заявляют о том, что вот, да, Трамп получил то, что хотел, но в какой-то момент он может сказать, вот пусть Россия и Украина договариваются, мы приложили все усилия, слишком много ненависти между ними, но, как говорится, решать им. Вот. Такой же вариант тоже возможен. Примерно вот в конце апреля. В конце апреля возникла вот эта тема о прямых переговорах. Это, как говорится, отражение того, что в Белом доме пока рассматривают несколько вариантов действий. И я думаю, что после 15-го вот эта развилочка, она станет совершенно очевидной. То есть, как говорится, карты вскроются. Ну, тут же вопрос, есть ли, как это, да? Есть ли карты? Зеленский говорил, что карт нет. Ну, точнее, Трамп про Зеленского говорил, что нет. Да, да, что у него нет козырей. Я просто, смотрите, я просто поясню. То есть идея с прямыми переговорами отметалась напрочь. Да. Ее высказывали, ну как это, там, предатели вроде Шелеста, да, подсанкционного, который там общался с гостями и говорил, а может быть так, а может там, да. И я даже моделировал, помню, на каком-то эфире, говорю, а что если он поступит как вот этот вот герой Саши Белого, да, то есть там я приехал на твою поляну, сядет и прилетит в Москву, например, да, и обо всем договориться. И как бы вот образ такого там человека, приносящего себя в жертву, и вот и народ, и все, да. Даже вот Не, такие ну, моменты. уже таких драматических шекспировских сюжетов у Владимира Александровича. То есть ему, как говорится, максимум там Стамбул так Стамбул, ну или там
сделать, поселфиться с уборщицами в чешском парламенте, вот это вот, кажется, тот набор. Но сделать что такое кардинальное, ломающее все стереотипы, разрывающие все шаблоны, ну, не похоже на этого человека. И Путин предлагает прямые переговоры. Трамп говорит, немедленно соглашайтесь. Зеленский говорит, я поддержал Трампа. То есть я Трампа поддержал. И сейчас Ермак, Да. все пристегивают Зеленского к Трампу, вот как вот прям ниточка с иголочкой. И вот ждут. А что же скажет Путин? Путин пока молчит по состоянию на сегодняшний момент, на этот момент прямого эфира. У нас 19:56. А, Не по одному из, самое главное, что не по одному из пунктов, которые были ультимативно заявлены еще в августе прошлого года, ну, каких-то предпосылок шагов в сторону компромисса я пока не услышал. То есть, Ну, вот такая бескомпромиссная во-первых, о история. причинах, о причинах приведших, но думаю, это начнется с НАТО, там, вновь начнут поднимать тему ревизии постмайданного десятилетия, ну, то, что называется денацификацией, демилитаризацией. Вот с этого, ну, что ваше, что наше, то наше, а вашим поговорим. Ну, я думаю, что если вариант без Трампа, там со стопроцентной вероятностью то, что ничем и закончится. То есть в сторону вернуться с тем, с чем приехали. Вот Трамп, да, он может поломать этот перформанс, конечно. 20 минут назад взрывы в Запорожье, еще немножко перед нашим эфиром были взрывы в Херсоне. Это вот только сводки те, которые вот такие, да, большие, то есть война не останавливается ни на минуту, и Ну, пока не... еще еще 12 число не закончилось, и 13 там несколько часов еще захватывают. Вот, зона учения на Капустином Яру. Ну вот, вполне может что-то полететь. Да, безусловно. Ну, Зеленский еще сообщил, это вот самое свежее, буквально минуту назад, сообщил на своем телеграм-канале о том, как он поговорил с президентом Эрдоганом. Они ключевые детали встречи в Турции обсудили, которая может помочь в окончании войны. Он, конечно, благодарит за поддержку, готовность на наивысшем уровне помогать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня, то есть и Эрдогана он пристегивает к прекращению огня. Ну, там Эрдоган тоже такой, он как бы и с теми, он всем сказал, Ну, и вам хорошо. Значит, очень нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг, пишет Зеленский, прекращение огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным, и это очень важно, что мы все вместе в Европе работаем для долгосрочного гарантирования безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Значит, договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшем, ну, в общем, о дальнейшей работе, чтобы был мир. Слушайте. не, ну, Я не узнаю вас в гриме. знаете, если бы, вот что надо делать, допустим, технологам Зеленского, это подчищать, ну, Google, YouTube, ибо, ну, в какой-то момент оппоненты просто начнут делать такие вот с хронометражом. Что говорил Владимир Александрович год назад, что он говорит сейчас. Это будет, конечно, офигительное открытие. Вот, ну, по крайней мере, там 95% им, как говорится, фиолетово по барабану, но для 5% пикейных жилетов, вот это лидеры мнений в группах, это, ну, может оказаться таким может произвести душераздирающий эффект. Вот. Ничего удивительного. Но Эрдоган, ну, я думаю, Эрдоган должен быть доволен. Вспомните, полгода назад ведь был такой даже неформальный кастинг, и, честно говоря, я думал, что такие саудиты в качестве такой переговорной площадки, ну, выйдут на первый план, и, скорее всего, там все будет происходить у них. А тут снова шанс Эрдогана вернуться, как говорится, в качестве модератора, одного из модераторов переговорного процесса. Ну, посмотрим, как у него получится. В 22-м у него, ну, по-моему, получалось неплохо. То есть и не только с переговорами там, по прекращению огня,
в Стамбуле, но и по зерновой сделке. Будет ли в этот раз? Ну, увидим. 15-го увидим. Но Да опять же, уж. если Трамп не летит, там результат будет, скорее всего, здоров. Так а Трамп, ну, понимаете, что Трамп и не прилетит. Ну, это все как бы... Может быть, блеф, да, допускаю, но прозвучало. То есть, Вообще, конечно, вот этот уровень политики, извините, мне, например, ну, этот, как этот, Жулани, этот, который Сирию сейчас возглавляет. да, да, Ну, как стал рукопожатным, то был после Усамы там номер два в да. числе Знаете, что он выдал? террористов, да. Выдал, говорит, хотим в Сирии построить Трамп Тауэр. Не, ну так, а почему? Вот, Трамп, из-за чего, кстати, в Штатах сыр-бор с этим самолетом? Потому что там, и знаю, Трамп Organization собирается строить гольф-курорты. Там в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, и, естественно, там возникло, что это не просто так самолет там, за 400 миллионов долларов, то есть один из таких наиболее люксовых, ведь это был самолет короля Катара, эмира Катара. Как там Вот. выражение? Тяжелый люкс, да. Да, тяжелый люкс, ну что это тяжелый люкс является такой коррупционной схемой. Ну, почему, если в Катаре, который ну, Соединенные Штаты обвиняли там, в поддержке Хамаса, там, террористов, ну, как говорится, отношения выходят на такой уровень, что дарят свой самолет и там обсуждается вопрос строительства гольф-курортов, то почему у Джелани? Такого быть не может. Тем более, что закрыты глаза на то, что и, кажется, его сторонники и головы резали, что и христиан преследуют, и друзов. Ну, там же со всеми, как говорится, вытекающими последствиями победы правоверных в Сирии. Но вот наглядный показатель принципиальности западного мира. Да, ну тут еще пока, ну вот, суть до дела, вывалился в эфир Мережко, глава комитета Верховной Рады по внешней политике, и говорит, значит так, на Зеленского указ о запрете переговоров с Путиным не Не действует. распространяется. Все. Да, ну, все животные равны, но есть те, кто равнее. Ну, просто Орел, знаете, я же говорил уже, что скоро новости об украинской политике ну, сможет комментировать только психиатр, но не политолог. Это точно. Друзья, нас больше 14 тысяч. Подведем итоги нашего опроса. Кто хочет прекращения войны больше? Очень интересные результаты. 3%. Лидируют Штаты. 3... Лидируют Штаты. Нет, 3% Европа, 16% Украина, 36% США и 45% Российская Федерация. Ну, пока э, к сожалению, как и с Украиной, есть проактивное меньшинство, голос которого слышен куда громче, чем голос тех, кто хочет мира. В всяком случае, в информационном поле как раз ястребы доминируют. Там, за голубями мира все плохо. Как-то удивительно даже эта цифра звучит. 45%. Да, Ну, да, представляете? Хочет больше, больше хочет всех остальных. да. Хотят Больше ли русские войны, да. именно Россия. Друзья, перейдем к вашим вопросам. Как бы начнем с сообщества YouTube, начнем сначала отсюда. Андрей, ваш тезка, спрашивает, как вы относитесь к диалектикам и считаете ли вы себя диалектиком? Марксистско-ленинским. К сожалению, знаете, вот, да, можно не носить партбилет коммунистической партии, но все-таки бэкграунд, учеба, там, 80-е годы, когда все-таки доминировала марксистско-ленинская диалектика, дают о себе знать. Так, значит, Василий, не будет ли такого, что без третьей страны, Рубио, ну тут Рубио, Трамп в Стамбуле,
обе стороны начнут друг другу средние пальцы показывать. Россия может и Медведева отправить. По статусу он, как Ну, бывший глава государства, вполне соответствует уровню Зеленского. да, да. Тем более, что учитывая, что Владимир Александрович получит такого равноценного визави, ну, конкурс капитанов. Вот, кто кого обхамит. Ну, одна из версий была то, что да, действительно, что может последовать то, что было, примерно то, что было в Белом доме, когда Владимир Александрович выдаст какую-то базу, которая, ну, скажем так, обрубит дальнейший диалог, ну, тогда будет равноценный, учитывая демонстрируемую Медведевым такое уже запредельное хамство. Ну, это такая ролевая игра. То есть, святое место пусто не бывает. Владимир Вольфович ушел в мир иной, но кто-то должен заполнить. Ну, и другие этого же не говорят. Именно последовательно и четко Медведев демонстрирует такое вот на языке, знаете, когда бывший вузовский преподаватель, экс-президент говорит на языке подворотни, но это наводит на размышления о том, что он таки попал в цепкие руки политтехнологов, которые вот четко зафиксировали вот такой в ролевой ипостаси. Ну, может быть, это изощренная форма такого политического издевательства. Может, не простили того, что у него в какой-то момент играли политические амбиции остаться еще на срок. Ну, с этим ничего не получилось. Но вот что есть, то есть. Поэтому, если приедет Медведев, это уж точно там никакого конструктива не будет, однозначно. Петр Скоморохов. Вопрос. Незадолго до кончины папы Франциска Голливуд выпускает фильм «Конклав». Последним гостем усопшего папы был Джей Ди Венс. Новым папой избирают американца. Это совпадение? Возможно, да, но, знаете, есть 50 лет после скандала, помните, была такая ложа позиционная 2 P2, обвинений в связи Ватикана с итальянской мафией и так далее, там череда, 50 лет не было пап итальянцев. И хотя вот, топы Ватикана, тот же Паролин, ну, реально держащие бразды правления, но тем не менее вот те люди, знакомые с внутренней кухней, говорят, что, скорее всего, таких итальянцев не будет, а продолжится вот последовательно папа из Европы, но еще не было из Австралии, естественно, но теперь пришел черед Северной Америки. Возможно, это стечение обстоятельств. Хотя, да, определенные, скажем, ряд экспертов говорил о том, что следующий папа будет американец. Но, насколько мне известно, хотя Лев XIV был зарегистрирован как в Соединенных Штатах как сторонник республиканской партии, но тем не менее он не трампист. Он такой представитель старой доброй партии. Great Old Party. И критиковал того же Джей Ди Венс, в частности, ну, в таких религиозных вопросах. Поэтому ну, я не думаю, что все-таки это протеже Трампа и компании. Потому что есть республиканцы и есть трамписты. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Да, значит, Андрей Владимирович, спасибо, что вы верны подписчикам Александра. Вопрос. Тема выборов в Украине закрыта? С уважением, Галина Львовна. Нет, не закрыто. В который раз повторяю, хотя перспектива выборов и дата находится так далеко за туманом, скрыта за туманом войны, но тем не менее, как политтехнолог, я вижу, что эта подготовка пошла. Начинаются семинары, идет кадровая работа, ну, активизируются коммуникационщики в офисах партий. Ну, это четкий, да, даже количество заказов у социологов. Ну, знакомые наконец-то там компенсируя активность, как говорится, у местечковых королей, уездных предводителей дворянства, наша ясновельможная шляхта компенсировала отсутствие гранта. Вот USAID, то есть поток средств, во многом раньше как раз USAID в такой в межвыборный период давал возможность социологам не помереть с голоду и не стоять с протянутой рукой на улице Банковой.
А сейчас пошла такая заметная активизация как раз заказов из регионов. Да и плюс то, что, судя по всему, подозреваю, что следующий санкционный пакет, вот, ну, если брать так коллег по цеху, то есть не исключаю то, что есть подозрение, что ряд наших коллег, которые работают с мэрами, могут попасть под раздачу. Мгм. Там, в частности, с мэром Днепра. Вот. А это все, знаете, вот кто бы что ни говорил, это четкий маркер того, что к выборам начали готовиться. Поэтому вопрос в другом, будут ли это выборы, или это будут съемки очередного эпизода сериала «Слуга народа», где, ну, как говорил запрещенный классик, как говорится, по форме так, а по существу издевательство. Виталий, добрый вечер. Александр Андрей Владимирович. Вопрос. Трамп заявил о снижении цен на лекарства в США. При этом Да. потери от продаж производители будут компенсировать ростом цен на них в других странах. Украинцам уже бежать штурмовать аптеки? Заранее спасибо Да. за ответ. Знаете, ну я уже, допустим, вот у меня там препарат от давления, ну уже на треть подорожал, так что вопрос в том, что очень многие препараты производятся европейскими фармкомпаниями, но, судя по всему, да, будут отдуваться третьи страны за этот счет. Но Америка превыше всего. То есть, тут все совершенно очевидно. И да, отсутствие внешнеполитических достижений Трамп будет пытаться компенсировать на внутреннеполитическом треке. Мигранты, там, какие-то социальные действия, там, повышение, в частности, повышение там, подоходного налога для очень богатых, поскольку индекс Джини в Соединенных Штатах там тоже такой колоссальный разрыв. Ну, политтехнологи у Трампа не сидят без работы. Мгм. Эдвард, добрый вечер. Вопрос. Андрей Владимирович, как вы думаете, чем и сколько веков будет расплачиваться Украина с ежедневно накапливающимися долгами, кредитами, если не удастся привлечь к этому замороженные российские активы? Спасибо. Знаете, ну, с нынешним уровнем, ну, состоянием экономики Украины, Украина безнадежный должник. Знаете, вот есть наркоманы, есть мудоманы, которые иногда влетают там в такие, ну, там, у человека нет ни бизнеса, уже и ни работы, но долги там, цифры там иногда с 6 нулями. Уже, как говорится, и там и недвижимость заложена. Вот мы, по сути, в такой долговой яме. Поскольку, чтобы отбить эти долги, ну, я думаю, что это как нашим праправнукам хватит. Если все будет благополучно. Может статься так, что и, как говорится, если войдем в состояние руины, то и некому, как говорится, и долги возвращать будет. Возможно, и такие сюжетные повороты. Но можно иметь и 150% сумму внешнего долга по отношению к ВВП. Но если экономика работает. Если от экономики остались рожки до ножки, ну, даже соотношение в 100% к ВВП, это уже как могильный камень. Так, значит, Андрей Владимирович, СНБО уже ввела санкции против 8,5 тысяч граждан Украины и других стран. Это много. Эти люди потом, после смены власти, смогут взыскать моральный и материальный ущерб. Получается, по суду государственные налогоплательщики будут потом платить за беспредел власти миллиарды долларов из полупустого бюджета. Алексей задает вопрос. Вполне, вполне. Но для этого надо сначала пройти все судебные инстанции в Украине, а это 7 кругов ада. Учитывая то, что в судах, даже если сменится власть, там по-прежнему будут сидеть позвоночные и присмыкающиеся. Естественно, это будет 7 кругов ада. И да, и потом в ЕСПЧ отсудить какие-то деньги. Это, да, могут быть очень весьма весомые суммы. Но знаете, другой момент, что на все эти санкционные потуги за рубежом, ну, положили, как говорится, большой-большой прибор. Вот, имеют в виду. Прекрасно понимая, что чадят вот, это с вот этим санкционным квазиправосудием, оно имеет такое же отношение к праву, как военный оркестр к симфоническому. Значит, переносимся в чат трансляции. Это было сообщество YouTube. Сейчас из чата трансляции.
Значит, обсуждают бурно, кто бы кого там направит. Путин, да, кто там будет, если не Нарышкин, Путин. Ушаков, ну, это топ, кого может направить Путин, но может и Медведева направить. Или Мединского, в конце концов. Ну, ездил он уже, как говорится. Второй раз, не пьян. Нет, просто тут справа много вопросов именно, знаете, вот таких там. А если от России не именно Медведев поедет, а Кадыров? Недавно его как раз тиражировали в прессе. Что вы думаете по этому поводу, спрашивает Ева. Ну, такие. Нет, ну, для Кремля не свойственны такие формы злостного троллинга. Вот. Ну и Кадыров все-таки не по этой части, он же глава региона Российской Федерации. Ну, это, как говорится, не по чину. Нет, ну это просто тут, понимаете, во-первых, предыстория у них такая была, с извинениями, это все помнят. А во-вторых, ну, Ну, вообще дело прошлое. Кадыров Ну, это гениальный переговорщик. Из его текста можно будет понять только Дон. Дон, Дон. Что он говорит, там разобрать очень сложно. Да? Нет, когда с Путиным он старается, а так вообще, когда по-русски выступает, то... И тут, кстати, выступает уже на чеченском, ну, в конце концов. да, тут, кстати, задавали вопрос по поводу переговоров. А на каком языке будут вестись переговоры? Зеленский на каком будет говорить? Принципиально переводчика будет просить? Да, да. Не, ну, Зеленский, ну, все, он высоко держит знамя армии Новой Веры, которую подхватил из дряхлых рук Петра Алексеевича, причем это делает в более жесткой и бесцеремонной и ну, такой грубой форме. Поэтому, ну, как-то разрывать, там, переходить на мову агрессора, но он никак не может. Да так будут лететь обвинения там, в стаче, в зраде и так далее. Поэтому тут он будет последовательно придерживаться вот этой линии. Выключно на державной. Да, тут приходят новости. Эрдоган заявил Зеленскому, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине. Это вот официально сообщает турецкая сторона. Валерия Федоровна, если такое состояние экономики, то получается Украине и мир не выгоден. Ну, знаете, это уже так там конспирологией попахивает, но скорее мир Украине, то Украина разная. Есть те, кто на улице Банковой там, или на Грушевского, там, в офисе президента или в Кабмине, там, в Верховной Раде, или там вот эти мега-волонтеры, которые там в едином марафоне ну, рекламируются. У каждого своя ситуация. Есть те, для кого, кому война, а кому мать родная. А есть те люди, которые остались с голой задницей и без ничего, потеряли все. Вот, и есть те люди, которые ждут, когда все-таки откроют границы, чтобы воссоединиться с семьей. У каждого, ну, по-моему, э, продолжение. Дело в том, что уже той ситуации, которая была при Байдене, когда ну, за 3 года Украину закачали 114 миллиардов помощи на 114 миллиардов долларов. С Трампом этого уже не будет. Трамп, да, он будет продавать, но сначала там европейцы какие-то там деньги дадут, уже явно не тех. А потом за эти деньги будем покупать у американцев оружие, но явно это не тот объем. Поэтому для Украины продолжение войны может привести к катастрофическим последствиям. И ну, уже осенью 22 года для меня стало понятно, что куда-то не туда рулится. Явно война на истощение, в которую Россия втянула Украину, ну, э, это ровно до того момента, пока идет внешняя поддержка. Внешняя поддержка по каким-то политическим и экономическим причинам сворачивается и наступает жесткое столкновение с реальностью. И тем более, что учитывая тот уровень управления, эффективности госуправления, уровень коррупции, да и плюс, знаете, когда гуманитарная политика граждан не объединяет, а сталкивает, продолжает сталкивать лбами, вот как даже возьмите вот прошедшее 8-9 мая. Ну, знаете, град разделенный не устоит, по-моему, так в Библии написано. Вот, ну, отсюда мой пессимизм.
Да, значит, вопросы. Миха, вопрос. Зачем Зеленский будет встречаться с россиянами, если условия сторон невыполнимы? Это просто показуха? Ну как, э, понятно другое, то что пока ни ресурсы России, ни ресурсы Украины не истощились настолько, чтобы какая-то из сторон э, стремилась к прекращению войны. Вот. Но есть заинтересованность Соединенных Штатов закрыть войну как провальный проект Байдена. Вот, и перейти к куда более понятным, многообещающим для Трампа экономическим перспективам сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере. То есть прекращение войны откроет возможности для этого. Но поскольку все-таки можно спорить, бывший или не бывший гегемон Соединенных Штатов, но рычагов на то, чтобы надавить на Киев, у Трампа сейчас хватает. С Москвой сложнее, но у Москвы есть тоже определенная заинтересованность. Ну, это, во-первых, раскол коллективного Запада, и Трамп в этой ипостаси неплохо. Во-вторых, демонтаж санкционного. Кто бы что ни говорил, но санкции там, про то, что это стимулировало внутреннее потребление, импортозамещение. Но санкции, как бы там ни было, не смертельная, но болезненная вещь. И, естественно, российская экономика, ну, по многим показателям она зашла, вот, допустим, взять российский финансовый сектор, он продвинулся на Запад намного больше, чем украинский. Страдает, я думаю, страдает. Естественно, есть те, кто, и это очень влиятельные люди, которые хотят ситуацию поменять. Поэтому фактор Соединенных Штатов Америки здесь может оказаться. И плюс Китай. Мы ж там поднимали вопрос об этом вопросе, но Китай как раз он страна, которая очень много производит, она заинтересована, чтобы у них покупали, покупали и еще раз покупали. То есть китайцы глобалисты. И война вот, на Украине для них прекращение войны – это возможность, может быть, вернуться к вот этим логистическим проектам. Ведь Янукович накануне Майдана, там, ну, при нем велись переговоры о том, что строительстве порта в Евпатории, в Крыму, как знать. Возможно, и китайский бизнес зайдет, учитывая особые отношения Владимира Владимировича и товарища Си. Вот. Посмотрим. Кредоид. Проходила ли сделка по недрам, юридическую и экономическую экспертизу? Известен ли круг лиц, обсуждавших условия до подписания? И возможно ли ее сделку отменить? Нет, ну, смотрите, во-первых, никакой серьезной экспертизы не было, поскольку ясно то другое, то, что эта сделка нарушает. Тут не надо быть юридическим экспертом, чтобы понять, потому что, допустим, она очень плохо стыкуется с Конституцией Украины, где написано о том, что недра является собственностью народа Украины. И распоряжаться, ну, президент единолично или там премьер-министр просто так не мог. Это раз. Там и противоречия по целому ряду законов. Ну, другое дело, то, что у нас Конституция поставлена на паузу, а точнее повешена на гвоздик в дворовом туалете. Вопрос о другом. О том, что все можно, естественно, смотрите, была сделка, ресурсная сделка с Ираком. Был создан даже фонд, там на 150 миллиардов. Ну а потом вскрылось то, что коррупция была как с иракской стороны, так и с американской. Например, та же Бechtel, американская компания, занимающаяся строительством, ну, закупала себе топливо в Кувейте по $1 за галлон, а продавала в Ираке уже по 2. Вот. Ну, и таких примеров там более чем достаточно. В конце концов, со скандалом все это было закрыто. Ресурсная сделка на 1 триллион по Афганистану. Гарантии безопасности. Ну, Гани, который где-то там облетается в эмиграции, ну, может много рассказать, какие-то гарантии и что она дала. Вот. Возможно всякое. Но другое дело то, что мы исходим из того, что, как говорится, пакта серванта сунт, договора должны выполняться, а пропетлять, ну, смотрите, до сих пор вот это
сделка по реструктуризации украинского долга, которая мадам Яресько подписала, ну, тоже такая патриотка, которая там теперь добивает финансовый сектор Пуэрто-Рико. Ну, и наши патриоты не ГУ, потому что это абсолютно кабальная и провальная по своей сути. Сделка, которая ограничивает, по сути, рост украинского ВВП 4%. Все, что свыше 4%, там сразу мультипликатор на 2 платить. Замечательная договоренность. Поэтому пока она в силе, уже прошло почти 10 лет, но все в силе. Поэтому исходим из того, что есть. Значит, Роберт Маккол спрашивает, какая закулисная сила давала право Зеленскому плевать на Конституцию и законы? Ну, какая? Наверное, в Лондоне и в Вашингтоне могут рассказать. Спустя годы в мемуарах многое узнаем. Как и кем принимались решения. Вот, знаете, ну, по определению там нас тут же наверняка найдутся те, кто начнет клеймить зрадником и так далее, но я не раз говорю, что страна, которая сидит по уши в долгах, она не может быть субъектной, она всегда зависима. Ибо кто девушке платит, тот ее и танцует. Поэтому о какой субъектности может идти речь в такой ситуации? Андрей Владимирович, это из клуба зрителей вопрос. Не секрет, что в Европе считают поляк, это сантехник, литовец, дальнобойщик и так далее. Зеленский, делая фото с уборщицами, закрепляет за украинками почетное звание уборщица. Да и Да. сам он на этих фото в окружении женщин в форме выглядит как охранник торгового центра. Не прокол ли это имиджевый? Нет, ну это дело в том, что ну, для какой-то очень узкой категории возможно заметить. Да, люди с критическим мышлением, там, ну, другие все это съедят, это, ну, тут даже и не заметить. Но вы абсолютно правы в том, что теперь украинцы будут сантехниками у поляков, там, дальнобойщиками и уборщицами. Ибо, ну, знаете, в Германии, не имея для того, чтобы выйти на какой-то пристойный уровень работы, надо, во-первых, ну, очень хорошо знать немецкий язык, и, во-вторых, там, ну, пробиться. А неквалифицированная работа, ну, пожалуйста, ведь спину гнуть, там, стоять за прилавком или сидеть на кассе. И в Соединенных Штатах немного желающих. Более того, скажу, что в Германии проще там на бюргер Бельт сидеть, на пособие, чем идти на низкооплачиваемую. Но это относительно состоятельная Германия. Во всех в той же Польше, да. Но война еще принесла какой-то пласт среднего класса. Люди, которые там в Польше открывают бизнес, но подавляющее большинство, 2/3 украинцев, это люди, которые могут претендовать только на низкоквалифицированные вакансии. Да, значит, давайте закончим вот этим даже не вопросом, да, а обращением. Улетело все, да, действительно. Значит, ам, Галина, Галина из Москвы. В общем, я сейчас улетел этот вопрос. Ну, чат живой, чат общается. Спасибо вам, друзья, большое. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте, пожалуйста, это сделать. Это очень важно. В общем, Галина из Москвы благодарит Андрея Владимировича, говорит, что это самый интересный украинский эксперт, которого она смотрит на всех каналах. Спасибо вам большое за, ну, в общем, за аналитику и за вашу позицию. Вот. Вот такой вопрос. Пока еще не заткнули рот, знаете, вот, не зарекаюсь. Всегда у государства всегда на один ход и на десяток возможностей больше. Увы, но все-таки систему я очень хорошо знаю в этом плане. Да, всем большое спасибо, друзья. Андрей Владимирович, я очень благодарен вам за время и мысли. Ну, доживем до понедельника.
Тут до четверга надо дожить. Слушайте, тут орешник ночной обещают. Потом еще эти переговоры будут, не будут. Путин молчит. Может, к ночи как бы что-то, какое-то Нет, заявление хоть кто-то сделает. В общем, ну, ко интрига, мне, интрига. в лес орешник вряд ли прилетит, но, тем не менее, до четверга, а потом до понедельника. Это точно. Друзья, всем большое спасибо. Берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. До скорого.